Моя любимая автомобильная тематика, так сказать. Хочу вам немножко про нее рассказать, как в Китае обстоит дело, да, с автомобилями вообще. Дело в том, что Китай, он не признает наши кыргызстанские права. Наши кыргызстанские права и вообще любые права. Будь то Америка, будь то Европа, будь то там Иран, там Ближний Восток, да, любая страна он не признает прав. Почему? Ну потому что это Китай, мать ее. У китайцев не все как у людей. К сожалению, это правда. И, к сожалению, приехав со своими правами, вы, даже переделав их на международные, если они у вас будут международные, вы не сможете ездить в Китае. Китай признает только свои права. Вы переделываете этот driving license и переводите его на китайский язык, сдаете экзамены. Экзамены вы сдаете на выбор, то есть язык можно выбирать. Если же у вас есть права, вы просто сдаете экзамен и все. Если уже у вас нет прав, естественно, вам надо переучиться. В моем же случае я просто могу сдать экзамены, выбрать язык, русский есть, в том числе английский, да, там немецкий, там иранский, все языки есть. Вот. Пройдя все эти процедуры, пройдя все эти формальности, вы можете ездить по дорогам Китая. Второе. Как китайцы ездят по дорогам? Есть ли у них культура вождения? Спросите вы меня. У китайцев культуры вождения нету. Нету. Ну, может, у них есть по каким-то китайским критериям и по китайским меркам, но я здесь не вижу такого, то, что они здесь пропускают пешехода. Этого всего у них нет. У них нет понятия вообще зебра и пешеход. Они не знают, что это. Переходя дорогу, не водитель смотрит на зебру, а пешеход смотрит по сторонам, есть ли машина или нет. Поскольку китайцы, у них нет такого понятия пропустить пешехода. И в Китае резко перестроиться из ряда в ряд, играть в шашечки, это нормально. То есть таксист, мы часто это замечаем, да, он может перестроиться с третьего ряда, когда до поворота осталось там направо, допустим, ну, поворот направо, там до поворота осталось, ну, метров так 50, да, он резко может перестроиться. И знаете, что самое удивительное? Удивляет не то, что они резко вот так вот перестраиваются из ряда в ряд. Удивляет то, что китайцы, они не ругаются. Если вы подрежете там, китаец не будет ругаться, орать на вас, да? Они к этому всему относятся как-то спокойно. Меня вот это больше всего удивляет. Мне в это с трудом верится. Вы попробуйте у нас в Кыргызстане, да, или вообще в странах СНГ, там, Казахстан, там, Россия, да, вот этих вот странах ездить так же, как вы ездите в Китае. Да вас там обматерят. Там с машины выйдут, вам там чуть ли там морду не набьют. В Китае это все нормально. Ну и третий же вопрос, на чем ездят китайцы. Китайцы, конечно, предпочитают ездить на, ну, естественно, европейском автопроме или на японском. У китайцев есть свои марки, называются Dongfeng, Haval, там еще разные китайские марки, я их точно сейчас пока не знаю. Но если у них есть возможность, они, конечно, пересаживаются на европейские марки автомобилей, потому что они лучше. BMW, Mercedes и японский автопром, ну, это, естественно, Honda, Nissan, да, Mitsubishi, Subaru. Но в основном они ездят на Honda. Honda, конечно, самый лучший автомобильный бренд. Вот. И, ну, цены в Китае на машины, они довольно-таки довольно приличные, потому что они ездят на машинах 2010 года и выше, и вообще в Китае в мире он занимает уже лидирующие позиции по производству автомобилей. Причем это учитывая, вы берете вместе Японию, Америку, Европу вместе взятых, и производство этих машин в год не сравнится с производством машин, которые производятся в Китае.
Вот, то есть Китай уже он давно обогнал все такие мировые автопромы, как, ну, всем нам известный Mercedes, BMW, Subaru, Mitsubishi, вот это все. Китай на данный момент является лидером по производству автомобилей. Естественно, это создает конкуренцию очень большую таким гигантам, да, таким ветеранам. Вот я, допустим, сейчас пропускаю сзади машину, а в Китае такого нет. В Китае не пропустят. Ну, примерно вот мы доехали сейчас уже до места. Пока меня полиция не поймала, китайская, то, что я езжу без прав, я оставлю машину. Мы проехали только по территории кампуса университета, и ну, в город мне, естественно, выезжать нельзя, поскольку прав у меня нет, а за это в Китае штраф очень серьезный. Нельзя выезжать. Нельзя выезжать без прав на дороге. В Китае это карается очень строго. Очень строго это все карается. Ну все, мы доехали, записали репортаж. Спасибо всем за внимание.